В Смоленске шел холодный осенний дождь, но бедной кошке некуда было спрятаться. Она просто сидела на тротуаре, вся промокшая и замерзшая. Прохожие видели ее утром, но к вечеру стало понятно, что за это время она ни разу не сдвинулась с места. Круглый живот животного красноречиво говорил о том, что кошка была беременна и совсем скоро должна была стать мамой. О бедной кошке мне рассказали за день до моего дня рождения. Звонок раздался вечером, и моя подруга взволнованно сообщила, что на улице уже целый день мокнет беременная кошка, которой явно нужна помощь. На следующий день, поздравляя меня с праздником, она снова упомянула эту бедолагу. На этот раз подруга стояла на улице с кошкой на руках, но привезти ее домой не могла. Дома и так было слишком много неустроенных животных, и ее семья категорически возражала против появления нового постояльца. Вместо празднования дня рождения я отправился спасать кошку. Когда я забрал ее, местные жители рассказали мне ее печальную историю. У кошки была хозяйка, которая заботилась о ней, но ее не стало. Дом продали наследники, а кошка оказалась ненужной. Сначала она перебралась жить в старый сарай, но когда туда въехали новые владельцы, бедняга осталась совсем без крыши над головой. Новая семья завела собаку, которая проявляла агрессию к кошке, не подпуская ее не только к сараю, но и ко двору. Так кошка стала жить на улице. Каждый день она подходила к дороге и грустно смотрела на прохожих, надеясь, что кто-нибудь угостит ее хотя бы крошкой еды. Она привыкла просить еду у спешащих на работу людей, но никто не обращал на нее особого внимания. Я сразу отвез ее к ветеринару. Осмотр подтвердил, что до родов оставалось совсем немного времени. Кошку мы назвали Мася. Вскоре она родила, но, к сожалению, ее малыши не выжили. Ветеринар объяснил, что котята появились на свет раньше срока, а потому были слишком слабы, чтобы выжить. К тому же у самой Маси была простуда, которую она заработала, живя на улице под дождями и ветрами. На фоне всего этого у нее развился мастит, и врач назначил курс уколов. Сейчас Мася находится на изоляции и проходит лечение. Ее соседка по комнате, кошка Маша, тоже когда-то была спасена с улицы. Несмотря на все трудности, Мася остается невероятно ласковой, она обожает людей и тянется к любому, кто проявляет к ней доброту. Этой девочке очень нужна любящая семья, которая подарит ей заботу и тепло, которых она так долго была лишена. Мася– настоящая пушистая нежность, которая только и ждет, чтобы снова стать домашней и счастливой.